Военные бьют тревогу, ВСУ теряют крупный город, успехи россиян на самой горячей точке фронта. Свержение власти, ставленник Москвы угрожает премьер-министру. Призыв к срочной отставке. Американские самолеты над столицей. Сосед России экстренно укрепляет небо. Путин снова взялся за орешник. Командующий озвучил ключевое условие мира. Кремлю это не понравится. 30 лет за запуск дронов. Тюремный срок президента увеличен. Жесткий приговор за разжигание войны. Об этих и других событиях к утру субботы 13 июня. Доброе субботнее утро. Выходные начинаются, но события в мире не останавливаются ни на секунду. Главное, что нужно знать прямо сейчас, расскажет команда «Нехта» и я, Олесь Корниенко. Предупреждение не учебное. Воздушные силы Украины заявили о высокой вероятности запуска России ракеты «Орешник». Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал соотечественников не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оперативно реагировать на предупреждения. Относитесь к тревогам внимательно. Враг снова крутится на полигоне Капустин-Яр. «Орешник» относится к баллистическим ракетам средней дальности. Россия уже применяла его против Украины как минимум несколько раз. Первый такой удар был нанесен по Днепру в ноябре 2024 года. Позже ракеты этого типа использовались во время атак на Львовскую и Киевскую области. Правда, Путин сам признал небольшую эффективность применения такого дорогостоящего оружия. Этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям. Россия проваливается в топливный кризис. В Санкт-Петербурге на некоторых заправках разрешают купить только 20 литров бензина на один автомобиль. А это с какого числа? Сегодня с 11. По всей сети получается? Да. Спасибо. А в Нижнекамске, в Татарстане, после налета украинских дронов началась паника. На АЗС образовались очереди. Часть заправок приостановила работу, на остальных ввели ограничения отпуска топлива до 20 литров в одни руки. В Крыму оккупанты вынуждены идти на хитрости. Смотри, как они его маскировали. Военный бензовоз. Смотри, вот он. Клоуны. А переселившиеся сюда после аннексии россияне начали принимать правильные решения. Бензина нет, огромные пробки на мосту, поезда не ходят. Я думаю, ни для кого не секрет, что в Крыму сейчас дела не очень. Мы решили вернуться в Москву. У нас проблемы с бензином, да? Я не знала, сейчас обнаружила. И я проезжаю мимо «Газпрома» и вижу вот так. Пророссийские силы пытаются расшатать Армению. Миллиардер Самвел Карапетян требует провести второй тур парламентских выборов. Лидер блока «Сильная Армения» считает, что результаты голосования не позволяют поставить точку в политической борьбе. Пашинян тоже не победил. Армении нужно легитимное правительство, а он его не обеспечил. Выборы были полностью сфальсифицированы. При этом Карапетян не исключил и другой вариант. Его политическая сила может принять депутатские мандаты, если это поможет быстрее добиться отставки премьер-министра. Пригрозил ставленник Москвы и другими методами. Наша задача – сместить Пашиняна. Если мы обнаружим, что можем сместить его путем уличной борьбы, тогда мы его сместим. И это при том, что большинство избирателей, очевидно, промосковские силы не поддержало. За блок Карапетяна проголосовало чуть больше 23%, за другого союзника Кремля, экс-президента Кочаряна, менее 10%. Партии Пашиняна свои голоса отдали почти 50% принявших в голосовании избирателей.
Российское наступление начало сильно буксовать. В ВСУ заявили, что удары по логистике оккупантов уже дают заметный результат на фронте. По словам спикера сил обороны Юга Владислава Волошина, после атак на мосты, переправы и транспортные маршруты интенсивность российских штурмов на южном направлении всего за несколько дней снизилась примерно вдвое. Чем хуже работает снабжение, тем сложнее противнику подвозить боеприпасы, топливо и подкрепления. Впрочем, ВСУ предупреждают расслабляться рано. А вот с другого участка фронта поступили тревожные вести. Константиновка может стать самой горячей точкой фронта. Как сообщает Громадское, в городе могут находиться более сотни российских военных. Некоторые украинские офицеры считают, что число россиян может приближаться к 250. По словам военных, в город заходит больше захватчиков, чем удается ликвидировать. Учитывая то, как там активно развиваются события, со временем проблем будет только прибавляться. К концу лета потерять Константиновку вполне реально, противник давит очень сильно. Журналисты проводят параллели с Покровском, где российские группы пытались проникать в город и разрезать оборону на отдельные участки. В Институте изучения войны также отмечают, что российские войска недавно добились тактических успехов в районе Константиновки и продолжают давление на этом направлении. Россия не рискнет нападать на страны Балтии. Такое заявление сделал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе американец Алексус Гринкевич. По его словам, в Москве понимают, что альянс остается оборонительным союзом с серьезными преимуществами, а потому не заинтересована в прямом конфликте. При этом Гринкевич подтвердил, что США действительно сокращают свое военное присутствие в Европе. Речь идет о силах, которые Вашингтону могут понадобится в случае кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А вот у европейцев нет такого оптимизма, как у этого американца. Накануне ряд СМИ опубликовали материалы о строительстве новых и расширении старых российских баз вблизи границ стран Северной Европы и Балтии. По оценкам опрошенных изданиями экспертов, Москва в ближайшее время планирует разместить вдоль северной границы с НАТО около 115 тысяч своих военнослужащих. И один из соседей России продемонстрировал, что сделал еще один большой шаг к укреплению своего неба. Польша официально приняла на вооружение американские истребители F-35, одни из самых современных боевых самолетов в мире. Демонстрационные полеты были совершены над Гданьском, Варшавой и Краковом. Торжественная церемония прошла на авиабазе в Ласке. Польский пилот, использующий американское оборудование и американские технологии, демонстрирует, что стратегические отношения и партнерство между Польшей и Соединенными Штатами сегодня крайне необходимы как Польше, так и Соединенным Штатам. Дамы и господа, они основаны на ценностях, разделяемых обеими странами на протяжении веков и десятилетий, на приверженности свободе, независимости, суверенитету и демократии. Польша заказала 32 таких самолета еще в 2020 году. Теперь они официально становятся частью польских ВВС и восточного фланга НАТО. На фоне войны в Украине и роста напряженности в регионе это серьезное усиление оборонных возможностей страны. Правда, в этом году стало понятно, что F-35 непобедимой машиной не является. Весной первый такой борт был подбит ПВО иранского режима. Мир возможен только после Путина. С таким жестким заявлением выступил бывший командующий Объединенным оперативным командованием Канады. В интервью Укринформу Кристофер Коутс заявил, что пока Путин остается у власти, рассчитывать на прочный мир крайне сложно. По мнению генерал-лейтенанта, любые территориальные уступки лишь дадут Кремлю время восстановить армию и подготовиться к новой войне. Коутс считает, что российский лидер не отказался от своих имперских амбиций и не собирается останавливаться на достигнутом. Смерть Путина – это первое необходимое условие для мира. К сожалению, мне очень трудно представить длительный мир, пока Путин остается у власти. Более фундаментальной основой такого мира я считаю только военную победу Украины.
Генерал также отметил, что удары Украины по нефтяной инфраструктуре России имеют стратегическое значение. Они сокращают доходы Кремля и заставляют Москву тратить все больше ресурсов на защиту собственного тыла. При этом Коутс считает, что Украина постепенно перехватывает инициативу, однако подчеркивает, ситуация на фронте остается хрупкой, и говорить о необратимом переломе пока рано. Тем временем сам Путин в Кремле опять кричал о победе, но и в этот раз что-то пошло не очень. Ну так тогда если за победу, тогда троекратный ура! Похоже, уже и сам не верит, как и вся остальная шайка. Экс-президент осужден на 30 лет. В Южной Корее бывший глава государства Юн Сок Йоль услышал суровый приговор за попытку спровоцировать конфликт с Северной Кореей. Суд пришел к выводу, что в 2024 году Юн приказал запустить дроны на территорию КНДР, рассчитывая вызвать ответную реакцию Пхеньяна. По версии следствия, рост напряженности должен был стать поводом для введения военного положения внутри страны. Защита утверждала, что операция была лишь ответом на северокорейские воздушные шары с мусором. Однако суд посчитал, что действия экс-президента лишь поставили под угрозу безопасность Родины и помогли Северной Корее получить информацию о возможностях южнокорейской армии. Это уже не первый приговор по делам, связанным с попыткой введения военного положения. В феврале бывшего президента приговорили к пожизненному заключению, обвинив в злоупотреблении властью и подстрекательству к мятежу. Прокуратура вообще запрашивала для него смертную казнь. Пожизненная плюс 30 лет – это сколько? Вы будете смеяться, но его опять наградили. Да-да, речь о реинкарнации Леонида Ильича, Адаме Кадырове. В этот раз не какой-нибудь медалькой. 18-летний самородок получил звание Героя Чечни, причем уже во второй раз. Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа. Самое любопытное, это уже не первая такая награда Кадырова-младшего. Впервые звание Героя Чечни он получил еще в 2023 году, когда ему было всего 15 лет. За последние годы младший Кадыров собрал внушительную коллекцию орденов и медалей, названия которых вряд ли он помнит сам. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Пока хозяин Кремля сыпал очередными угрозами, его бывший сменщик уничтожил, нет-нет, не бутылочку Финляндии, а несколько европейских лидеров. Но не с помощью орешника, а с использованием искусственного интеллекта. В сгенерированном видео Медведев по очереди отправляет в Шрёдер портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В финале звучит российский гимн, а персонаж довольно улыбается на фоне измельченных фотографий. И вот этот господин когда-то занимал кресло президента России. Ролик появился вскоре после того, как Германия, Франция и Великобритания передали Москве свои предложения по завершению войны в Украине. Вот такой ответ. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже вечером.